Итак, как нам получить большую точность, но при этом не усложнить схему? Давайте подумаем. У нас есть компаратор. На одном его входе измеряемое напряжение. Если бы мы могли перебирать напряжение на другом входе, то смогли бы последовательно найти, в какой области напряжения лежит входной сигнал. Есть ли у нас возможность выставить произвольное напряжение на второй вход компаратора? Да, ведь на плате есть ЦАП. Разберемся, как это работает. На один вход компаратора подаем измеряемый сигнал V-in или SIG. На другой вход компаратора подаем выход с нашего ЦАП. На вход ЦАП цифровой подается значение с Raspberry Pi. Соответственно, цифровой выход компаратора заведем на вход Raspberry Pi. Получается, чтобы найти значение или цифровой код для измеряемого напряжения, нам нужно начать перебирать значение от 0 до 255 на цифровом входе ЦАП и смотреть на GPIO-in, который идет от компаратора. Как только значение на входе, который отвечает за компаратор, сменится с 0 на единицу, это будет означать, что мы нашли необходимый цифровой код. А значит, выполнили аналогово-цифровое преобразование. Вот и все. Наша учебная плата содержит все элементы для выполнения аналогово-цифрового преобразования. Но в таком варианте подбора напряжений ЦАПом есть один минус. Чтобы последовательно перебрать, например, аналоговый сигнал, соответствующий коду 5, потребуется 6 шагов. А чтобы дойти до напряжения, соответствующего максимальному коду, потребуется 256 шагов. Получается, что время, затрачиваемое на преобразование в цифровой код, растет в зависимости от значения на аналоговом входе. Хотелось, чтобы преобразование происходило за постоянное время. Для этого нужно просто изменить алгоритм поиска. И такой алгоритм придумали еще в 16 веке. Никола Тарталли решал задачу о нахождении веса некоторого груза при помощи весов и гирь за наименьшее число взвешиваний. Давайте рассмотрим этот алгоритм, немного переформулировав задачу. У нас вместо весов компаратор. Вместо гирь разное напряжение на ЦАП, а вместо некоторого груза входное напряжение. Обозначим его x, и пусть это напряжение будет равно 1,405 вольт, что соответствует коду 108. Пока будем работать именно с кодами, а не с напряжениями, чтобы не усложнять вычисления. Возьмем и выставим самый большой разряд, вес которого 128. Остальные пока оставим равными нулю. Отлично, значение на DATS будет равно 128. Компаратор в этом случае будет выдавать единицу, что значит, что наш груз слишком тяжелый. Это означает, что во всех последующих шагах нужно исключить его. На следующем шаге выставляем следующий вес, то есть 6. Ставим единичку, во все остальные пока оставляем нули. Выход на DATS кода будет 64, и компаратор показывает 0. Это означает, что наш вес или наше напряжение не перевешивает значение сигнала. Это означает, что мы можем оставить этот груз. Что, идем дальше? Выставляем следующий вес. Значение его 32, то есть 64 плюс 32 будет 96. Как мы понимаем, компаратор по-прежнему показывает 0. Значит, оставляем и этот вес. Идем дальше. Выставляем 16. 96 плюс 16 будет 112. Компаратор будет показывать единицу, а это означает, что мы перевесили наше значение, и значит, нужно во всех остальных шагах поставить здесь 0. Отлично, идем дальше. Выставляем груз 8. И во все остальные оставим нули. 96 плюс 8 будет 104. Компаратор показывает 0, значит, оставляем этот груз. Идем дальше. Выставляем следующий вес. 4, то есть 104 плюс 4 будет 108. Ну, так как сигнал с DATS не больше, чем сигнал измеряемый, значит, компаратор показывает 0, и мы оставляем этот вес для всех остальных измерений. Переходим к следующему. Ставим здесь единицу. 108 плюс 2 – 110. Здесь показывает единицу. Значит, дальше нужно убрать.
И то же самое с единицей. Мы получили итоговый код. То есть 64 плюс 32 это 96, плюс 8 это 104, плюс 4 это 108. Итак, мы получили код 108 при помощи метода поразрядного взвешивания. И более того, для преобразования любого напряжения в цифровой код нам понадобится одинаковое количество шагов, равное разрядности нашего ЦАП или АЦП. В данном случае они совпадают. Но почему так важна скорость преобразования? Об этом в следующем видео.